Те, кто жили в более близком контакте друг с другом, будут говорить на языке очень схожем. Например, есть такое выражение и понятие, которое с XIX века и вплоть до настоящего времени очень активно используется, но я являюсь противником этого понятия, так называемые вайнахи. По терминам вайнахи понимают чеченцев и ингушей. Но еще совсем недавно, например, чеченец, когда ты ему задаешь вопрос «вайнах ви», что означает «ты вайнах», он отвечал «ват со нохчеву». Нохчеву — это означало, что я чеченец. Кстати, к понятию, да, чеченцы, чачаны, они себя по-разному как-то эти понятия функционируют. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вайнахами же исключительно были вот те самые дзюрдзуки, кисты и прочие общества и племена, которые я сегодня упомянула, которые говорили на галгайском или галгайском или ингушском по другому языке. Которые чуть более-менее похожи между собой, их старались сливать в один котел. Так легче. Зачем вот тут одни, а тут другие? Это управлять же сложнее. Вот общий котел, этого достаточно. Давайте им придадим какое-нибудь название. И вот приходят к ингушским, галгаевским народностям, да, этим обществам. И вот между диалогом общаются, и они говорят, вот это вайнах. Из вайнахвы. Вайнахвы — это значит, это человек наш языковой, нам близок. И все. И это понятие вайнах, а сейчас пишется вайнах, вместо вей наш имеется в виду. Понятие стало с 19 века широко распространяемым и привело к тому, что в это понятие вайнахи стали вливать соседствующие народы, которые по факту своему не имели такого отношения прямого к ингушскому, как говорится, культурам, и в результате чего сегодня вот это все трансформируется очень сильно. Вот заливает. Тебе, наверное, сегодня как следствие башкой скинули? Так тебе вторая половина отказала. Всего на свете я ненавижу фейки. И когда люди хлепят на скорую руку под горячие новости, это особенно ужасно, потому что огромное количество граждан невероятно доверчивы. Те, кто делают фейки, мало чем отличаются от тех людей, которые занимаются телефонным мошенничеством. Они просто разводят несчастных доверчивых людей, которые просто не привыкли к такому потоку информации. $10 серьезно, Хамдушан.